Приветствую вас на канале. Итак, максимальный позитивный день в Амхату. У нас на данный момент погода налаживается, потому как приближается лето и уже тепло за окном. И как ни крути, крипта потихоньку начинает оживать. Очень, конечно же, сложная ситуация. Биток у нас уже пошел неоднократно на свой перехай, поставил свой АТХ, а альткоины вообще полностью умирают. И, конечно же, давайте-ка мы посмотрим, что у нас на крипте. Для начала хочу поблагодарить всех, кто поддерживает мой канал. Тот, кто подписывается, ставит лайки, комментирует видео. Ну и, конечно же, огромная благодарность тем спонсорам, которые иногда донатят мой канал. Благодаря вам мой канал живет. И, как всегда, начнем издалека. А если быть поточнее, начнем мы из битка. Биток у нас, приток капитала 3,4%, эфириум 2%. На данный момент эфириум все равно у нас отстает от самого биткоина. Ну, все равно, хоть и эфириум отстает от биткоина, на дневке видно то, что альткоины потихоньку восстанавливаются, но это совсем не те позиции, которые хотелось бы ожидать. Нам нужен альт-сезон, а его пока что нету. И пока нет альт-сезона, можно, конечно же, почитать какую-то аналитику. Для аналитики могу вам порекомендовать один из телеграм-каналов. В клубе будет публиковаться инсайды, четкие сделки, грамотные посты, рынок, мысли, психология. Можем, конечно же, зайти на данный канал и посмотреть, что здесь творится. На данный момент у нас 18 тысяч подписчиков в канале. Есть здесь разные посты, аналитика по рынку, Solana, например, разбор Solana. Потом у нас есть точки входа, точки выхода. Вот смотрите, вход по рынку, цели, стоп, плечо. Ну, в принципе, таки довольно неплохо. Привет, добытчики. Думаю, сегодня разобрать одну монету из шахты. Чтобы выберете XRP, Solana, Litecoin. Ну, давайте выберем XRP, к примеру. Вот все выбрали XRP. 33% участников держат XRP. Такой вот у нас интересный канал. Здесь есть посты 20 мая. У нас было сделано 3 поста. Все здесь заточено типа под каких-то шахтеров. Такие вот у нас есть картинки, шахты, золото. В принципе, по приколу. Кому интересно, можете подписаться, можете посмотреть. Можете, конечно же, кому-то порекомендовать. Ссылка на данный момент будет в первом закрепленном комментарии под видео. Итак, поехали дальше. Альта вроде бы у нас и отреагировала, но только с какого дна? С такого дна, что нам очень долго придется с него выбираться. Что у нас по эфириуму? Эфириум у нас крупно сильно отстает. Также давайте-ка мы посмотрим, что у нас творится на самом битке. И посмотрим некую интересную секретную информацию по поводу альт-сезона. Биточек наш 110 тысяч долларов. Просто шикарно. Никто даже не предполагал, что в этом цикле будет биток просто 110 тысяч долларов. Если кто-то бы, наверное, там знал бы и покупал бы биток в диапазоне 15к и вообще никакую альту не покупали. Смотрите, на дневке сколько мы прошли уже здесь движения. Это просто трэш. Это просто трэш. Но нужно не забывать о том, что биток у нас торгуется в диапазоне бычьего тренда уже более чем 3,5 года. И это все дело у нас просто завершится. И мы будем погружаться на медвежку. Смотрите, с 12 ноября 2022 года биток торгуется очень длительный период времени. И мы не видели с вами еще никакого такого толкового альт-сезона. В принципе, я предполагаю, что у нас запас хода по биткоину где-то завершится в диапазоне там 140-150 тысяч долларов. Если здесь они подключат альт-сезон, то нужно уже будет выпрыгивать с рынка. Ну это просто трэш. Как посмотришь на всю вот эту вот дорогу, брать вот эту вот фибо, у нас вообще вся эта дорога, биток торговался по фибо. Вот это вот все тоже убрать. Шикарный индикатор тоже у нас отработал. Покупай, продавай, покупай, продавай, покупай, продавай. Кому интересны индикаторы, я могу с вами, конечно же, поделиться. Нужно быть рефералом на одной из бирж моим. Итак, биток наш пробил хай. Теперь на данный момент у нас
падать, в принципе, мы можем и не падать особо, потому как мы здесь проторговали все это дело, и у нас здесь сформировался огромный блок поддержки. И дорога наша только вверх. Только вверх. Куда мы, конечно же, будем дальше лететь, никто не знает. Как мы будем закрывать май месяц, тоже никто не знает. Но я думаю, что последняя неделя мая, которая у нас будет, это будет на следующей недельке, у нас будет проторговка, и мы должны закрыть последнюю недельку каким-то фитилем. Может быть такое, что мы еще на этой недельке немножко порастем. Может быть, сегодня будем расти, завтра еще будем расти. Ну, а там дальше, по всей видимости, будет какая-то коррекция и остановка в росте. Дальше, следующая неделя, это первая неделя июня. Тоже, по всей видимости, должна быть здесь у нас проторговка. На данный момент мы ходим вот в восходящем канале. И вчера я в телеге в себя писал то, что после роста ожидаю небольшой откат и продолжение роста. Все у нас, в принципе, так и произошло. Правда, я ожидал, что мы опустимся ниже, чем 104 тысячи долларов, но мы опустились в диапазон 106 и разворот. То, что у нас может произойти коррекция в диапазон 103 тысячи долларов вот сюда примерно, я это не исключаю. У нас здесь есть имбаланс, и мы можем, конечно же, сюда сходить. Это не исключение. Но желательно, конечно, сюда и не ходить бы. Давайте мы посмотрим, что у нас творится на гэпах по биткоину. На гэпах по биточку. Образовался ли у нас гэп или нет, ну, это нам покажет график. Биток. Вот, график с гэпами. У нас нету здесь никаких гэпов на дневке. На часе, на 4-часовике тоже нету никаких гэпов. Был сигнал на покупку буквально в час ночи. И вот, в принципе, он у нас и отработал. Кому интересно, есть у меня телеграм-канал. Если вам интересно мысли, аналитика, запрыгивайте в телегу. И там будем с вами общаться. Также есть чат. На часе тоже нету никаких гэпов. Есть небольшой гэп в диапазоне 90. Мы его с вами видели. Вот он. Но его можно даже и особо не рассматривать, потому как здесь гэп просто небольшой. 500 долларов, но это для гэпа просто ни о чем. Ну что, ожидаем, смотрим, как у нас эта неделька закроется, как будет следующая неделька по биткоину. Если посмотреть на часе, то у нас был сигнал на покупку, это было вчера. И если посмотреть на 4-часовичке, то у нас, в принципе, что здесь? У нас сигнал был на покупку еще 20 мая. Что у нас на дневке? Давайте-ка мы посмотрим на дневке. На дневке у нас был сигнал на покупку последний 9 мая. Потом у нас был 15 мая на продажу. И я вам говорил, что это может быть ложный сигнал. И дальше мы поперли вверх. Но, правда, уже с очень перегретыми индикаторами. Потому как, если мы посмотрим, у нас уже MACD показывает 3 недели зеленых роста. Дальше стохастик у нас уже перегрет на недельке. И RSI у нас тоже на недельке немножко перегрет. Правда, на отметочке 85. Желательно бы нам теперь на данный момент увидеть боковичок по биткоину. Вот у нас на дневке тоже индикаторы есть перегретость. И желательно нам бы здесь увидеть на данный момент хотя бы какой-то небольшой боковик на протяжении недельки-полторы. Вот как раз что я и говорю. Закрытие мая с проторговками в боковике и открытие июня тоже в боковике. Если отрисуют вот такой вот боковик, вплоть там, ну пускай до 4 до 6 июня, здесь вот, то у нас, в принципе, большинство альткоинов начнет подтягиваться за битком. И мы с вами увидим движение эфириума тоже. А эфириум у нас сильно отстает. Сильно отстает. Если мы посмотрим на график, то у нас эфириум, конечно, ну, хоть и выглядит здесь у нас все вроде бы как лонгово, но отставание очень колоссальнейшее эфириума. Очень колоссальнейшее. Вы посмотрите, эфириум на данный момент находится, ну, 2600. 2600. Это просто капец. Это просто капец. 2600. Вот у нас лето, да? Биток 70 тысяч долларов. Даже это было не 70 тысяч долларов, а уже была коррекция по биткоину. Там он стоил ниже, чем 65 тысяч долларов. Эфириум стоил 3800. Дальше. Зима. Биток стоит в диапазоне 100 тысяч долларов. Эфириум стоит тоже 3804.
произошла коррекция, и на данный момент у нас просто эфир стоит 2700, а биток 110. Но это нонсенс. Правда, здесь интересный момент. Формирую такой двоеобразный разворот. Я, в принципе, думаю, то, что у нас здесь продолжится рост, и мы пробьем по эфириуму вот этот вот блок сопротивления, это диапазон $3000, придем в блок гэпа, это 3800, и здесь будет уже потом следующий распил. Вот так вот. То, что у нас, конечно же, биток растет, это очень радует. Давайте мы посмотрим с вами, что у нас творится по запасу роста биткоина, сколько еще может продолжиться рост. Если мы откроем лонги по битку и посмотрим то, что у нас на дневке было вчера очень большое количество лонгов уже реализовано. Уже реализовано и новых не набирают. По всей видимости у нас криптодвижение наше, криптобычка подходит к концу. Потому как здесь нету новых наборов лонгов по битку. Лонги реализуются, биток выше, чем $100 000, но у нас нету альт-сезона. Это просто нонсенс. Это просто нонсенс. И доминация битка просто выедает все средства с альты. Нету притока капитала в рынок. Вот нету притока капитала в рынок. Что у нас еще остается? Давайте мы посмотрим. У нас еще примерно остается до панической атаки 8%. Ну, пускай там, да, так, до трендовой это у нас 12%. Здесь тогда будет уже паническая атака. Массово будут закрыты все лонги по битку, и биток, по всей видимости, уже уйдет в коррекцию. И здесь нужно будет выпрыгивать с рынка. Также давайте-ка мы посмотрим, что у нас по лонгам эфириума. Посмотрим, что у нас тут лонги говорят. И вчера у нас было очень аномальное закрытие лонгов эфириума. Я это все дело наблюдал. В телеграм-канале высказывал свои мысли. И что мы видим? Мы видим то, что у нас здесь вот этой вот точке было закрыто лонгов по битку на 50 тысяч. Также вот здесь вот аналогичная ситуация. Закрыто лонгов по битку на 50 тысяч. И вчера было закрыто, извиняюсь, лонгов по эфириуму, а не по битку, тоже на 50 тысяч. 3 позиции были закрыты по эфириуму лонги одинаковыми цифрами. 50 тысяч битков, здесь 50 тысяч и здесь 50 тысяч битков. В общей сложности у нас уже закрыто лонгов на сколько? На 14%. И это не очень хорошо. Потому как здесь лонги реализовались, они закрылись, а эфир вообще ничего не показал. Вообще ничего не показал. Может быть такое, что у нас здесь открыл массовые лонги Китиара. У меня так болит горло, что это просто капец. Может быть такое, что здесь у нас вот эти вот массовые лонги открыл кит, и за ним последовали мелкие киты. Но движения эфира у нас нету, и мелкие киты просто обкакались, обосрались и думают, ну блин, зачем нам здесь торчать, если у нас ничего не растет. Давай мы быстро здесь закроем эти лонги и все. И они, в принципе, 3 позициями закрыли эти лонги. Может быть такое, что будет еще несколько позиций закрытия. Но нужно будет смотреть ситуацию на недельке. В 2024 году, ноябрь-декабрь, у нас здесь 1 неделя постояли. Покачали альту 18 ноября, потом было небольшое закрытие и массовое вот такое вот закрытие. Все, быстро ушли и альта перестала качаться. Здесь аналогичная ситуация может быть. Мы можем здесь сейчас закрываться, чуть-чуть открываться или боковить в этих лонгах, и альта у нас будет раскачиваться. Но если у нас будет быстрое массовое закрытие до панических показателей, это примерно вот сюда вот, то я считаю, что, я лично считаю, что нужно будет закрыть свои спотовые позиции на альткоинах и выйти для того, чтобы перезайти в рынок. И все. И я лично это буду делать. Может, я не полностью все закрою позиции, может, я оставлю несколько монет, там такие как Pepe, например, каких-то процентов 20 оставлю. Но если у нас будет закрытие лонгов, как это было, вот смотрите, мы пришли сюда 9 декабря и стояли здесь в боковике. Альткоины в этот момент терпят крах, и они начинают корректироваться. И только потом, если увидеть вот такие вот опять наборы лонгов, то где-то при формировании вершины можно будет зайти обратно в альткоины с целью поучаствовать 2-3 икса. В
В принципе, если кто-то заходил вот здесь вот в апреле, то уже есть на портфеле там 20, 30, 50%. Я заходил в некоторые альткоины, там уже было 2 икса, а некоторые альткоины показали и сейчас показывают примерно от 10 до 40%. Но дальнейшего движения у нас по альте нету. Нету, потому как мы видим то, что эфириум у нас просто-напросто слабый, и конкретную слабость он показывает. Если мы посмотрим эфир относительно биткоина, что у нас здесь творится? Ну, аналогичная ситуация, да. Вообще нету никакого движения. Эфир относительно биткоина просто показывает слабость. И тут, в принципе, мы пробили одну вот такую вот локальную трендовую на дневке, которая у нас была сформирована. И есть еще глобальная трендовая. Вот она. 0,040. Нам желательно дотянуться сюда до вот этой трендовой по эфириуму. И тогда у нас была бы смена тренда. Но на эфире пока нету здесь смены тренда. Мы видим то, что здесь тренд нисходящий. Просто нисходящий тренд у нас так и присутствует. Давайте мы посмотрим на индикатор облака Ишимоку. Он нам показывает тренд. На дневке здесь есть небольшая смена тренда. Был нисходящий такой движ вниз. И здесь открылось зеленое облачко. Тренд вроде бы как сменился на дневке. Но на недельке у нас нисходящий тренд так и присутствует. Здесь уже идет, в принципе, расширение облака, загибание. По всей видимости, здесь будет смена тренда только через несколько месяцев. Конкретно она отразится на этом облаке. В принципе, вот так вот. На недельке у нас RSI, стохастик, ну, тоже уже начинают потихоньку перегревать. MACD уже развернулся хорошо. Посмотрим, будем наблюдать. На дневке MACD просто перегрет. Ну, это просто капец. Небольшое здесь движение. Смотрите, тут три зеленых свечи перегрели MACD. Ну, как это так? Ну, это просто капец. Это просто капец. Боковое движение с 10 апреля. Просто разворот MACD, перегретость. Стохастик тоже у нас перегрет. Здесь уже мы откорректировались. Падаем на дневке куда-то. Эфир, ну просто такое рисует. Особенно вчера, на вчерашнем сливе. Ну это просто трэш. Вот если посмотреть на часе. Вчера у нас биток идет покорять вершину. Да. Покорять вершину идет. И мы смотрим это все у нас на часе, потому как час у нас отключился. А эфир в этот момент, смотрите, что делает. Конечно же, да, здесь можно предположить, что они выбривали лонгистов. И просто, ну это просто какой-то нонсенс. Биток идет, пробивает 110 тысяч долларов. Эфир в этот момент просто рисует красную свечку падения. Ну это просто трэш. Ну что, надеемся, что эфириум оправится. Я думаю, что они здесь выбрали лонгистов. Давайте-ка мы посмотрим карту ликвидаций, что у нас вчера творилось по ликвидациям. Я думаю, что оправится это все дело. Шортисты выбриваются. Сейчас на данный момент, я делал вчера пост в телеге. У нас рынок начинает уже преобладать в сторону шортов. И может быть такое, что мы на шортах еще немножко двинемся. Шортисты на битке выбриты, зато лонгисты на эфириуме, да? За 24 часа лонгисты на эфире были пробриты. Ну это просто капец. Так, здесь у нас уже потихоньку шортистов начинают выбривать. Посмотрим. Ну, совсем не то, что хотелось бы увидеть на этом рынке. Нету движения альты. Все тоже кричали, что у нас будет альт-сезон. Сейчас на данный момент смотрим по индикатору полнейший биткоин-сезон. Отметочка 16. Все у нас сдвинулось в биткоин-сезон. Вот был небольшой альт-сезон. 14 мая все, альт-сезон завершился. Дальше обратно биткоин-сезон. И глобальный индикатор продолжаем держаться на отметке 27. Биткоин-сезон, альт-сезона нет. Альт-сезона нету, и это видно на доминации биткоина. Потому как у нас доминация биткоина растет. Нету притока капитала в рынок. Ну, нету его просто. Вот одну недельку мы упали, и все. И дальше вторую неделю уже начинаем расти. С ростом битка, доминация битка тоже обновляет свои
вершины. Здесь, по всей видимости, сегодня у нас опять же продолжится расти доминация битка. Плачевная ситуация, плачевная, очень плачевная ситуация. И Total нам показывает то, что нету притока капитала в рынок. Нету притока капитала в рынок. Давайте мы посмотрим Total. По Total 3 у нас там есть тоже хорошие изменения. Total 1 на недельке мы видим то, что мы подбираемся к вершине. Все у нас здесь неплохо. Был сигнал на покупку 14 апреля. Все у нас здесь отрабатывает шикарно. Но до пробития вершины нам нужно преодолеть 3 триллиона 620 миллиардов долларов. И это здесь будет, конечно же, не очень легко, потому как в этот момент у нас здесь были сильнейшие продажи. Вот раз продажи, два, такой шел себе распил. Буквально в декабре 2024 года по середину февраля у нас был здесь распил. И здесь нам нужно будет преодолеть эту сильнейшую зону сопротивления. Если мы посмотрим на Total 3, что у нас здесь творится? Ну, Total 3 у нас рисуют они, конечно же, такой вот тоже нисходящий канал. Total 3 у нас сильно отстает за Total 1. Понятно, что разлоки монет. В основном все средства находятся в битке. И ни у кого нету альты. Total тоже у нас вроде бы как все развернулось, все шикарно. Был сигнал на покупку. Но до Total 1 нам еще очень, конечно же, здесь долго идти. Вот, получается у нас 1,1. Если, конечно же, у нас начнут хорошо раскачивать биток, капитализация битка 2,2 уже составляет, то Total 3 у нас примерно тоже должен быть в диапазоне 2,2. А это у нас вот наши, конечно же, цели, которые мы хотим с вами дождаться. Вот эти вот две красные линии, это у нас капитализация альткоинов Total 3. И желательно, чтобы мы их достигли. Тогда у нас будет хорошая раскачка на альте. В принципе, вот так вот. Ну что, рынок у нас оживает. Все ссылки есть в описании под видео. Телеграм-канал, телеграм-чат. У меня будут именины буквально в субботу, 24 мая. Кто хочет поддержать, все ссылки есть в описании под видео. Будем ожидать то, что у нас будет продолжение движения. И я надеюсь, что мы с вами все-таки доживем до этого альтсезона, хотя уже, в принципе, в это очень слабо верится. Веры в альтсезон нету и нету. А рынок у нас все-таки подходит к своему завершению. Бычий рынок подходит к завершению. Смотрите, мы уже потихоньку переходим в желтую зону. Осталось здесь недолго, буквально до сентября, до конца сентября, и закончится у нас раскачка этого бычьего цикла. И дальше только будет медвежка. И нам нужно будет покидать этот рынок. Будет ли какой-то результат или не будет, нужно понимать, что есть какие-то временные интервалы на рынке, и они пока что работают, и нужно будет покидать этот рынок. В принципе, вот так. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба.